Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такой необычный, очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим поближе. Посмотрите, какой он интересный, какая у него красивая фактура. Связан в виде зигзага. Сейчас посмотрим вот так. Плотненький, такой он тяжеленький. Давайте сразу взвесим, сколько грамм ушло. Потребовалось ниточек. Так, вот 42 грамма. Вязала из натуральной нитки хлопок со льном, но про нитки скажу чуть позже. Давайте измерим размеры воротничка. В ширину он получился, тут зигзагом даже не знаю, как измерять, вот 11 сантиметров, а в длину вот так измерим сейчас, потому что край тут неровный. Вот 27, 54 сантиметра. Очень красиво ложится по горловине. Вот этот зигзагообразный вырез украшает воротничок. Такой тяжеленький. Также его можно вязать из шерстяных ниток, использовать в какой-то теплой кофточке его. Можно связать любой шириной. Зависит от количества провязанных рядов. Вот основа воротничка. Ну, мы все с вами в этом видео разберем. Если вам нравится такой воротничок, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что смотрите мои видео, вяжете вместе со мной. Я сделала шнурочки с кисточками. Можно сделать любую застежку и на брошке, и на пуговички, на кнопочки, или просто пришить куда-то к изделию сразу, привязать. Можно сделать завязку в другом виде. Но также про это все мы с вами поговорим. Вязать сегодня я буду из кировской кудильницы в 100 граммах 500 метров. В составе 60% хлопка, 40% льна. Нитки для ручного и машинного вязания светло-серые, бежевые. Такие вкрапления здесь присутствуют, но ниточка матовая, натуральная. Крючок буду использовать 1,5 миллиметра для основного вязания, а для набора начальной цепочки 1,7 миллиметра. Итак, беру крючок потолще, делаем начальную петлю и набираем цепочку из воздушных петель. Их количество должно быть кратно 20 плюс 1 петля кромочная. Я наберу 221 петлю. Итак, начинаем считать. Начальную петлю мы не берем в расчет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Давайте наберем цепочку самостоятельно. Я набираю 221 воздушную петлю. Итак, начальная цепочка готова. Основание нашего воротничка. Ее длина сейчас не соответствует длине готового воротника, так как у нас край будет зигзагом. Так, меняем крючок на более тонкий. Беру сейчас 1,5 миллиметра и вяжем первый ряд. 1 воздушная петля подъема. Так, это у нас петля над последний начальный столбик, и во вторую петлю вот сюда провязываем столбик без накида. Выполнили начальный сплит из 2 столбиков без накида. Далее в следующие 8 петель провязываем по столбику без накида. Первый, в следующую петлю второй столбик, третий, четвертый, пятый,
следующую петлю 6, 7 и 8. Сейчас сформируем линию зигзага, потом будет уже понятнее. Так, провязали 8 столбиков без накида. В следующую петлю делаем прибавку, провязываем 3 столбика. Первый, сюда же в эту петлю второй столбик и третий. Формируем уголок. Далее в следующие 8 петель по одному столбику. 1, 2, 3. Крючок легко входит за счет того, что мы вязали цепочку, набирали крючком номером побольше. 4, 5, 6, 7, 8. И теперь нам нужно сделать не прибавку, а убавочку. Наоборот, на следующих 3 петлях провязываем сплит из 3 столбиков. Итак, вставляем крючок в следующую петлю, вытянули ниточку, вставляем крючок в следующую петлю, вытянули, и третий раз в следующую петлю вставляем, вытянули. 4 петли на крючке закрываем за один прием. Вот такая убавочка. Здесь мы наоборот стягиваем цепочку. И теперь следующие 8 столбиков по одному. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас идет прибавочка 3 столбика в одну петлю. Первый, сюда же в эту петлю второй и третий. Далее снова провязываем 8 столбиков и убавочка будет у нас на 3 петлях. 1, ниточки светлые, хорошо видно. 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас вместе сделаем еще раз убавочку. 7, 8. Все, теперь делаем убавочку. Вставляем крючок в первую петлю, далее во вторую и в третью. 4 петли закрываем за один прием. Все, 8 столбиков прибавка, 8 столбиков убавка. Вот что у нас получается уже. Зигзаг прорисовывается. Давайте довяжем самостоятельно и встретимся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда, и нам осталось провязать сплит. Вставляем крючок в предпоследнюю петлю, вытянули ниточку, и в последнюю вытянули 3 петли на крючке, закрываем сплит из 2 столбиков без накида. Первый ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вот такая ленточка зигзагообразная. Вяжем второй ряд. Воздушная петля подъема. Разворачиваем наше вязание. И в этом ряду нам нужно провязать в каждый столбик по столбику без накида. Мы не делаем никаких ни прибавок, ни убавок. В каждый столбик по одному столбику. Но единственное, что будем провязывать за заднюю дольку. У нас каждый столбик состоит из 2 половинок. Передняя и задняя. Вот вставляем крючок за заднюю стеночку, и в каждый столбик провязываем по одному столбику без накида. Здесь впереди у нас остается косичка из свободных долек. Все вяжем самостоятельно, не пропускаем в каждый столбик.
Итак, подходим к концу ряда. Я также вязала и считала 1, 8, 3, 8, 1, 8, 3, 8, 1, чтобы не сбиться. Вот провязала последние 8 столбиков. И в начальный сплит также за заднюю дольку провязываем столбик без накида. Все, второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. Воздушная петля подъема. Разворачиваем. И во второй столбик, вот первый мы пропускаем, во второй провязываем столбик без накида за заднюю дольку. Далее в следующие 8 столбиков также за задние стеночки провязываем по столбику без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8. А в следующий, он у нас средний, как бы на группе из 3, вот на где у нас прибавочка была. Также делаем прибавку 3 столбика. Первый, сюда же второй и третий. Провязываем за задние дольки, не забываем про это. Далее 8 столбиков по одному. На всем протяжении мы провязываем за задние стеночки. Так, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь убавочка. Делаем сплит из 3 столбиков на 3 следующих столбиках. Итак, вставляем под одну ниточку, вытянули. В следующий столбик за заднюю стенку также вытянули. И третий вытянули. 4 петли, закрываем. И снова вяжем 8 столбиков, прибавка 3 столбика, 8 столбиков, убавка. Вот что у нас должно получаться. Продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся. Итак, подходим к концу ряда. Провязали 8 столбиков. И теперь делаем сплит из 2 столбиков. Первая ножка сплита, столбик без накида, не до конца. И в последний столбик вторая ножка сплита. 3 петли, закрываем. Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд у нас вяжется аналогично второму ряду. Во всех четных рядах мы будем вязать просто столбики без накида, без прибавок и убавок. Итак, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем. В этот же столбик провязываем первый столбик без накида. Вяжем также за задние стеночки. Далее 8, 3, 8, 1, 8, 3, 8, 1. Так считаем для проверки, но это не обязательно, просто чтобы себя контролировать. 2, 3. Все, в каждый столбик провязываем по столбику без накида за заднюю дольку. Ну вот, подходим к концу ряда. Провязали также 3, 8 и последний столбик без накида. Вот. Четвертый ряд у нас готов. Вяжем пятый ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и провязываем столбик без накида не в следующий столбик во второй, а в этот же. Здесь у нас не сплит будет начальный, а столбик без накида. Выполнили начальный. В следующие 9 столбиков по столбику без накида также за заднюю стеночку. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Далее идет прибавочка. 3 столбика в 1 столбик. Первый столбик, сюда же второй и третий. Далее вяжем 9, 1, 9, 19 столбиков по одному в каждый столбик. На внутреннем уголочке здесь мы убавочку не делаем. Провязываем 19 столбиков и здесь на вершине также делаем прибавку 3 столбика. Снова 19. Не забываем, что здесь мы убавочку не делаем. Провязали 19, снова 3 столбика. 19, 3. Все, вяжем самостоятельно. У нас получается 9, 1, 9, прибавка. 9, 1, 9, прибавка. Встречаемся в конце ряда. Или давайте сразу 6-й ряд. Возвратимся, развернемся и также провязываем аналогично 4-му ряду в каждый столбик по столбику. Все четные ряды 2, 4, 6 у нас вяжутся одинаково, без прибавок и убавок. Также столбики за задние дольки. Итак, вяжем самостоятельно и встречаемся в конце 6-го ряда. Итак, мы провязали с вами 6 рядов. Вот что у нас получается. Вяжем 7-й ряд, воздушная петля подъема, разворачиваем и вяжем начальный сплит. Первую ножку мы уже провязали, и во второй столбик, не в первый, а во второй, за заднюю дольку, столбик без накида. Начальный сплит из 2 столбиков без накида. Далее в следующие 9 столбиков по столбику без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее идет прибавка 3 столбика. Снова 9 столбиков по одному в каждый столбик. Вяжем за задние дольки, не забываем, чтобы наш воротничок был вот таким рельефным, с ребрышками. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее идет убавка, сплит из 3 столбиков. На следующих 3 столбиков 4 петли закрываем. Снова вяжем 9 столбиков прибавка, 9 столбиков убавка. Вяжем самостоятельно 7-й ряд, а 8-й ряд вяжем, как и все четные ряды, в каждый столбик по столбику, без накида, без прибавок и убавок. Встречаемся в конце 8-го ряда. Итак, мы с вами провязали 8 рядов. Посмотрите, уже воротничок наш приобретает такую округлую форму. За счет того, что в каждом последующем ряду у нас увеличивается количество столбиков. Это у нас не просто лента, а вот именно уже с таким заворотиком. Так, провязали 8 рядов. Принцип провязывания, я думаю, понятен. Сейчас на экране я напишу схему вязания столбиков по рядам. В каждом ряду распишу, с чего начинаем, просто со столбика или со сплита. В каждом нечетном ряду мы делаем прибавление по 3 столбика на внешних уголочках. Вот. А вот убавки на внутренних уголочках мы делаем не в каждом ряду, поэтому прошу обратить внимание, чтобы не запутаться. Так, ну а четные ряды мы вяжем также в каждый столбик по столбику, без накида, без прибавок и убавок за задние дольки. Все, сейчас можете
сделать скрины экрана или поставить на паузу. И вяжем самостоятельно нужное количество рядов. По схеме их 26, но вы сами смотрите, какая ширина у вас получается. Это зависит и от выбранных ниток, от плотности вязания крючка, ну и от желаемой ширины воротника. Ну, на экране я распишу до 26 ряда, сколько столбиков в каком ряду мы провязываем. Прибавочки я буду обозначать галочкой вверх, а убавочки наоборот, как буковка L, как стрелочка. Так, ну, я думаю, вы все поймете и разберетесь. Все вяжем самостоятельно и встречаемся, когда свяжем уже воротничок на нужную ширину. Итак, я закончила вязать сам воротник, провязала 26 рядов. Можно посчитать вот эти бороздки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 бороздок, 26 рядов. И ширина пока у меня получается 8 сантиметров. Нам осталось сделать обвязку. Так. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем на лицевую сторону. Делаем 2 накида. Пропускаем столбик. Вот этот первый считаем. Из него выходит первая ножка сплита. 3 воздушные петли. Второй пропускаем и в третий. Провязываем столбик с 2 накидами. Вот, выполнили начальный сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Далее 2 воздушные петли арка. 1, 2, 2 накида. И то снова вяжем сплит. Первая ножка в ту же петлю, куда провязывали вторую ножку предыдущего сплита. Что такое сплит? Это несколько столбиков с общей вершиной, но на разных основаниях. Так, провязали столбик с накидом не до конца, с 2 накидами. 2 петли на крючке. 2 накида. Пропускаем 2 столбика и в следующий также вяжем за задние дольки, стеночки столбиков. Вяжем вторую ножку сплита, столбик с 2 накидами не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. Далее делаем интересную арочку. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Накид. И в вершину последнего сплита вставляем крючок под 3 ниточки. Вот так. Провязываем столбик с накидом. Вот такая петля
2 накида и снова делаем сплит. Первую ножку в тот же столбик, куда провязывали вторую ножку предыдущего сплита, 2 петли на крючке, снова делаем 2 накида и вторую ножку вяжем через 2 столбика, 1, 2 пропустили, в третий вяжем также за заднюю дольку. Закрыли 2 накида, 3 петли на крючке, закрываем. 2 воздушные, арка. Сделали 2 накида и снова вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Первая ножка в тот же столбик, 2 накида, пропускаем 2 столбика, все, сплит готов. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, 2 накида, и снова вяжем сплит. Вот. И теперь снова арка из 4 воздушных петель и столбика с накидом, так же как мы делали вот первую арочку. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик с одним накидом в вершину последнего сплита, вот такая петелька, и снова делаем сплит, уже спускаемся по второй стороне зигзага. Первая ножка сплита в тот же столбик, куда провязывали вторую ножку предыдущего сплита, 2 накида, пропускаем 2 столбика, вторая ножка, все, сплит готов. 2 воздушные петли. Следующий сплит вяжем, также пропускаем 2 столбика, вторая ножка, 3 петли, закрываем, 2 воздушные, сплит, далее арка из 4 воздушных, 1, 2, 3, 4, накид и в вершину сплита под 3 ниточки вставляем, провязали столбик с накидом, сделали 2 накида, вяжем первую ножку сплита, 2 пропустили, вторая ножка сплита, далее 2 воздушные петли, 1, 2, 2 накида, первая ножка сплита в тот же столбик, и здесь на внутреннем уголочке нам нужно пропустить не 2 столбика, а 3. Сделали 2 накида, пропускаем 3 столбика и вторую ножку вяжем в 4 столбик. Вот так. Две воздушные петли. Здесь уже сплит мы делаем между ножками, 2 столбика пропускаем. И теперь арка из 4 воздушных. Итак, у нас арка из 4, далее 2 арки из 2 воздушных, из 4, вот такая петля, 2 арки из 2 воздушных. Все, продолжаем вязать. На внутреннем уголочке мы пропускаем 3 столбика, не забываем про это. Вот у нас сейчас между столбиками вот верхний столбик на внешнем уголочке зигзага и столбик на внутреннем уголочке, между ними
13 столбиков, так как мы провязали 26 рядов. Если вы сделали воротничок поуже, тогда сами распределяйте сплиты, уже тут как рисунок ляжет у вас. Давайте довяжем до конца ряда, до второго края. Здесь встретимся и начнем делать обвязку по коротким срезам и по внутреннему срезу воротника. Ну вот, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последний сплит. Я сделала первую ножку, 2 накида, а вторую ножку делаем через один столбик. Один пропускаем и в последний столбик с накидом не до конца. Закрыли 2 накида, 3 петли, закрываем. Вот что у нас получается. У нас по такой петельке на острых уголках и по одной петли с каждой стороны зигзага. Так, сейчас будем обвязывать короткий срез воротничка. Это у нас все лицевая сторона. И так по кругу мы обвяжем. Продолжаем вязать. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. В третью петлю от крючка 1, 2, 3. Провязываем столбик с накидом. Получается вот такая капелька. И теперь столбик без накида. Вот в последний столбик без накида, куда мы провязывали вторую ножку последнего сплита. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. В третью петлю от крючка столбик с накидом. Провязали капельку. Теперь пропускаем одну бороздку и вот перед следующей вставляем крючок, столбик без накида. 3 воздушные. 1, 2, 3. В третью петлю столбик с накидом. Пропускаем эту бороздку и вот перед следующей провязываем столбик без накида. Давайте еще раз. Так, вот здесь, наверное, надо за 2 ниточки мне зацепить, а то петля вытянутая получается. Вот сюда вставлю. Вот так будет поаккуратнее работа смотреться. Так, снова делаем капельку. 3 воздушные петли. Накид. В третью петлю столбик с накидом. Пропускаем эту бороздку и вот перед следующей бороздкой столбик без накида. Вот такие у нас получаются капельки. Продолжаем вязать. Давайте дойдем до конца среза и встретимся вот на этом уголочке. Итак, обвязка короткого среза у нас готова. Мы подходим к уголочку. Последнюю капельку я делать не буду, она здесь уже лишняя. Просто сделаю подряд 2 столбика без накида. Вот в первую петлю, второй столбик. Вот так, сейчас мы заодно вот этот хвостик нити обвяжем. Переходим теперь на внутренний край воротничка. Так, в первую петлю мы провязали столбик без накида. Далее идут 8 столбиков, в каждую петлю по столбику. 1, 2, 3. Не забываем хвостик сразу обвязывать. 4, 5, 6, 7, 8. Подошли к вогнутому уголочку, и здесь нам нужно сделать убавочку. Также делаем убавку из 3 столбиков. Вставляем в следующую петлю, вытянули, в следующую вытянули и в следующую петлю вытянули. 4 петли на крючке, закрываем. Вот такая убавочка.
Далее идут 17 столбиков. Также доходим до уголочка и сделаем также здесь убавочку из 3 столбиков. Далее 17 столбиков, убавочка, 17 столбиков, убавочка. Все, обвязываем вот этот длинный внутренний край воротничка, доходим до второго короткого среза, также провязываем здесь капельки и по второй стороне симметрично первому краю. А когда дойдем вот до этого места, встретимся и продолжим обвязку вместе. Итак, мы обвязали внутренний край воротничка, второй короткий срез. На всякий случай нужно вот эти капельки пересчитать, чтобы их было одинаковое количество с двух сторон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и последняя 13-я капелька. И теперь вершину начального сплита провязываем столбик соединительный. Вот так. Так, и нам осталось сделать вот ряд обвязки. Также делаем капельку 1, 2, 3. В третью петлю от крючка столбик с накидом. Далее вот в эту арку из 4 воздушных, вот они у нас эти арочки, нам нужно сделать цветочек из 3 лепестков. Сделали накид, вставляем крючок в арку из 4 воздушных и провязываем кластер из 3 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом не до конца, накид сюда же в эту арку, второй столбик с накидом не до конца, накид, и третий столбик с накидом не до конца. 4 петли на крючке закрываем. Вот так. И снова делаем капельку 1, 2, 3 воздушные. Вот в ниточках попадаются вот такие соринки, которые приходится убирать. Вот она, нитка натуральная, но вот видите, вот крапинки эти вот заметны. Присутствуют такие соринки. Так, сделали 3 воздушные, накид, и в третью петлю от крючка столбик с накидом. Вот такая капелька еще. Накид. В эту же арку провязываем второй лепесток из 3 столбиков с накидом не до конца. Первый столбик, ниточка рассвоилась. Второй столбик с накидом не до конца. Третий. Так, 4 петли закрываем. Так, сдвинем немножечко к центру лепесток. Снова делаем капельку 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, в третью петлю от крючка столбик с накидом, накид, и в эту же арку провязываем третий лепесток из 3 столбиков. Так, тороплюсь. Второй столбик не до конца, третий столбик. 4 петли закрываем и снова вяжем капельку. 3 воздушные петли и столбик с накидом в третью петлю от крючка. Вот такая капелька готова. Вот первый цветочек мы с вами провязали. Теперь далее пропускаем следующий сплит и в вершину следующего, вот он у нас посередине между 2 арок, столбик без накида. Так, снова капелька, 3 воздушные, накид в третью петлю, столбик с накидом, и в следующую арку из 4 петель провязываем такой же цветочек из 3 кластеров, и между этими лепестками у нас также идут капельки. Так, первый лепесточек готов, капелька,
Накид, сюда же второй лепесток. Кластер из 3 столбиков с накидом. Капелька. 3 воздушные петли, столбик с накидом в 3-ю петлю от крючка. Провязали. И в эту же арку провязываем еще один кластер, 3-й лепесток. У нас цветочки из 3 лепестков состоят. Провязали. Вот так. Снова делаем капельку. Кластер, сплит пропускаем и в средний сплит, в вершину, провязываем также столбик без накида. Все, продолжаем вязать в каждую арку из 4 воздушных по цветочку 3 лепесточка, и между всеми лепестками у нас капельки вот такие. Все, продолжаем вязать самостоятельно. Подходим к концу ряда и делаем соединительную петлю в вершину последнего сплита. Ну вот, подходим к концу ряда. Провязали последний цветочек, капелька после 3-го лепестка, и соединяем вершину последнего сплита с соединительной петлей. Все, делаем закрепку, отрезаем нить. Сейчас прячем хвостик. Так, вот что у нас получается. Если обвязка немножко фалдит, ничего страшного. После влажно-тепловой обработки все расправится, растянется, будет ровненько и аккуратненько. Так, теперь нам нужно сделать застежку. Можно просто привязать, прикрепить к кончику и сделать цепочку из воздушных петель. Можно сделать, как мы с вами обычно вяжем, завязочка из капелек. Можете посмотреть другие видео. Или сделать пуговицу, крючок, брошку. Но я сделаю шнурочки. Как делать шнурочки я также показывала в одном из своих видео. Но еще про шнурочек сделаю короткое видео. В ближайшее время постараюсь это сделать. Ну вот, я сделала шнурочки с кисточками. Осталось только придать красивый вид нашему воротничку. Я не буду делать блокировку с помощью иголочек и не буду его отпаривать утюжком. Просто немножечко увлажню и разложу на ровной поверхности до полного высыхания, чтобы не испортить вот такую фактуру его. Утюгом пользоваться здесь я не рекомендую. Ну или не очень сильно нажимать, или проглаживать через махровое полотенце какое-то, чтобы не повредить вот этот узор интересный. Ну вот, воротничок полностью высох. Посмотрите, как все расправилось, аккуратненько получилось. Вот такой интересный воротничок мы с вами связали. Очень красивый внутренний край. Посмотрите, какой он красивый. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой очаровательный воротничок. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!